Начинаем виртуальную экскурсию в формате 360 градусов. Вы можете самостоятельно вращать изображением, чтобы выбрать наиболее интересный для вас ракурс. Также есть возможность приостановить видео и вращать его вручную, чтобы рассмотреть окружающее пространство со всех сторон. Наш маршрут начинается с переулка с громким названием Пролетарский, который выходит на улицу с таким же громким названием Пролетарская. Кто такие пролетарии? В марксистской теории пролетариат – это класс наемных работников, лишенных средств производства и вынуждены продавать свою рабочую силу для выживания. В советскую эпоху пролетариат считался ведущим классом. После революции 1918 года во всех городах страны начали переименовывать улицы. Так и в Мстиславле переименовали Смоленскую улицу в Пролетарскую в честь ведущего класса пролетариата. На этой улице сохранилось много архитектурных памятников. Поспорите же, поэты, этот град, да так, чтоб отоснав, чтоб с братцами, не ради званий, премий и наград, а бескорыстно чистыми сердцами. Найдите в этом граде связь времен. Вот где плод, вот истинная ценность. Калейдоскоп событий, дат, имен, связавших старину и современность. Мудрый ход обычных дней, и землю, перевернутую плугом, и тех, кто пуповиной связан с ней, и остальных воспойте по заслугам. Только не впадайте в лесть. Она, как яд, опасна и тлетворна. Красное кирпичное здание, бывшая гостиница «Лондон», где останавливались командированные офицеры. Здание, где располагалась милиция, было известно как уездный комитет в царской России и в первые советские годы орган местной власти. Через дорогу расположено двухэтажное здание, бывшая гостиница «Эрмитаж» и воинская управа. После войны в этом здании разместились районный отдел народного образования и сельское хозяйство. Сейчас оно пустует. На перекрестке улицы Ленина и Пролетарской расположена церковь Александра Невского, или, как ее называют, кафедральный собор святого Александра Невского, который был возведен на месте основания Бернандинского костела в 1870 году. Сам же Бернандинский храм появился гораздо раньше, в 1727 году. По требованию монахов-иезуитов ордена, древняя деревянная церковь Афанасьевская, которая находилась ранее, была перенесена на кладбище, а на ее месте в центре Мстиславля построили крупный каменный костел, к которому примыкали монастырские постройки. К сожалению, этот костел сгорел и в течение долгого времени оставался в руинах.
От него сохранились только сводчатые подвалы. Об этих подвалах есть видео на моем канале, ссылка в описании. В 1907 году помещица Стаховская выделила 20 тысяч золотых на строительство мужской гимназии, а остальные средства были предоставлены Российской империей. После революции в этом здании находилось педагогическое училище, а после Второй мировой средняя школа номер 1. С 2001 года школа закрыта, а здание простаивает уже 24 года, ждет реставрации. Напротив двухэтажные жилые дома, которые в народе называют хрущевками. Их начали возводить на месте школьного участка с 1963 года. Иезуитский костел, затем православный храм Архангела Михаила, далее дворец культуры. Здание сейчас заброшено и ожидает реставрации. На углу находится капличка, которая ранее называлась Путной, так как здесь всегда останавливались люди, чтобы помолиться перед дорогой. Сегодня это вход в музыкальную школу. Через дорогу от костела располагалась гостиница «Париж» и дворянское общество. Позже это здание стало жилым. Рядом пустующее старое здание музыкальной школы. Здание Центральной библиотеки было построено в 1982 году на месте сгоревшей вечерней школы. Здание было деревянным, в нем когда-то располагалась синагога. На перекрестке улиц Юрченко и Пролетарской стояло здание сберкассы. Многие жители помнят старую деревянную сберкассу, в которой ходили класть деньги на книжку, которые потом сгорели. А еще ранее на этом месте был построен деревянный дворец для Екатерины II. Императрица Екатерина II посещала Мстиславль в 1787 году во время своего путешествия в Тавриду. К сожалению, дворец горел. Через многосемейный дом от библиотеки был магазин. В народе его называли «Синенький». Наверное, когда-то деревянное здание магазина было окрашено синей краской. Отсюда и название. Позже оно было окрашено зеленой краской, но народное название таки осталось – «Синенький». И было перенесено на современный магазин номер 3, расположенный дальше по улице Пролетарской, оставив на прежнем месте бетонные ступеньки, как напоминание о старом синеньком. Проезжаем старинное одноэтажное здание времен Российской империи. Здесь в царские времена располагалась тюрьма с большими подвалами. В советские годы оно переоборудовано было под банк, а сейчас в одной части размещается метеостанция, а другая часть заброшена. В советское время в облицовке этого здания использовала плитку, поэтому она не воспринимается как архитектурная. Красивое деревянное двухэтажное строение некогда принадлежало помещику, а его сводчатые подвалы из красного кирпича ведут к старому кладбищу. В советское время в этом помещении располагался Народный суд. Сейчас жилой дом. Через дорогу прокуратура, которая также используется как жилой дом. Крутой спуск ведет прямо к реке Вихра. Повидайте, что было и что есть. Воспойте все и плевелы, и зерна. Найдите подходящие слова. Дружнее за работу стиходелы, что там Мстиславля добрая молва шагнула за окрестные пределы. Вам следует учесть, что рок всегда с поэтами коварен. Вас даже не подумают прочесть. Неважно, был бы город благодарен. Закончив труд, вам следует учесть. Если повернуть налево и пройтись вдоль деревянного дома,
можно оказаться у подножия Девичьей горы. У меня есть видео, показывающее, как можно подняться на вершину этой горы. Ссылку в описании под видео. Это одна из самых старых частей города Мстиславля. Люди селились ближе к воде, чтобы проще было использовать водные пути. Закончив труд, вам следует учесть, что род всегда закончив труд, вам следует учесть, что род всегда с поэтами говорил. Вас даже не подумают прочесть, не вражать. Благодарен. Закончилась улица Пролетарская. Ее краткий исторический экскурс. Делитесь в комментариях воспоминаниями об улице с громким названием Пролетарская. Ну а у меня на этом все. Всем пока.